Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 29 марта. Поговорим о народных приметах на этот день, на что обязательно нужно обратить внимание, чтобы этот день прошел хорошо, а также обращаем ваше внимание 29 марта, вечернее время, обязательно поставьте стакан воды у изголовья и смотрите, что будет через 24 часа. Все далее более подробно в этом видео. По народному календарю 29 марта отмечается Саввин день или Тележный день. Савва проживал в Египте в III веке. В этот день поэтому было принято приводить свои телеги в порядок. Народ уделял особое внимание сегодня этому, смазывал и находил недостающие запчасти. Подкачивались колеса, наполняли тележку всем необходимым, чтобы та, в свою очередь, могла в ближайшем будущем хорошо функционировать. К лету подготавливали десятки запасных колес, чтобы телега была рабочая. Поэтому этому дню давали и такое название, как тележный. Если в телегу запрягали лошадь, то такого хозяина считали непутевым. Сначала нужно обязательно было проверить состояние. В простонародье особое внимание уделяли знакам природы и поведениям животным. Люди обращали внимание на такие тонкости, но впредь знали, как себя будут вести и чего ожидать в целом от природы. Так, если в ближайшие дни будет хорошая погода, сегодня день будет теплым. Еще теплую погоду предвещали высоко плывущие облака в небе. Дождь скоро пойдет, если солнце решило сквозь тучи показаться. Скорое потепление предвещали и птицы, которые купались в лужах. Не принято было сегодня кушать хлеб после захода солнца. Наши предки верили, что это к нищете в будущем. И вообще хлебобулочные изделия именно в этот день, 29 марта, хорошо было бы не употреблять после 18 часов. Ну а чтобы чувствовать себя хорошо, сегодня можете употребить сладкое, булочки, фрукты, но в первой половине дня. Так вы не будете поправляться, потому что в течение дня будете активными. Еще нежелательным будет употребление сегодня газировки, алкоголя в большом количестве и сигарет. Все это приведет к ожирению и ненормальному функционированию желудка. Состояние будет вечно уставшее, поникшее, активничать совсем не захочется. Но хочется, чтобы вы взяли все-таки себя в руки, потому что есть сейчас время, возможность, чтобы себя изменить. Обязательно займитесь собой. Лето все-таки не за горами. Пора посетить тренировки в зале или выполнять стандартные упражнения в домашних условиях. Сейчас уйма предложений с видео и картинками в интернете. Можно отправляться на утреннюю или вечернюю пробежку. Здесь все уже зависит, как вам все-таки комфортнее. Любые физические нагрузки сейчас будут очень кстати. Сначала будет болеть, правда, все тело, но на второй день захочется даже все бросить и забыть. Но вот здесь очень важно, чтобы вы взяли себя в руки и не бросали это все на полпути. Потому что это ваше здоровье, и вы решаете, как выглядеть сегодня, завтра или даже через год. А здоровье напрямую зависит от спорта. Так что пора в бой. Сегодня нельзя одалживать денег, по народной примете можно потом остаться вечно в долгах. И, возможно, вы не расслышали от кого-то такую фразу или попадали в ситуацию, где кого-то просят, и часто ответ одинаковый, мол, сейчас нет. Возможно, это защитная реакция, но если углубиться в вопрос, то можно понять одну правильную вещь. Таким образом, человек не даст возможность другому потеряться в этих долгах. Попробовав один раз, будет желание при неловкой ситуации повторить это. Часто бывает, что долг накапливается, и потом человек может пропасть просто и не вернуть его. Поэтому частично своим отказом мы таким образом заставляем мозг человека придумывать варианты, где эти деньги раздобыть. Конечно же, лучший вариант – это все-таки заработать их. Взять дополнительную работу, где-то задержаться, остаться без выходных, но, что немаловажно, честным трудом получить эти деньги.
В этот день, 29 марта, хорошо и прощать людей. Все обиды и стараться отпустить ситуацию, желательно не по течению, а заранее все обсудив и придя к какому-то результату позитивному. Постарайтесь выключить гордыню и откройте свое сердце добрым поступкам. Сегодня важно все проговаривать вслух, обнимать друг друга или пожимать руку. Решите любые разногласия раз и навсегда. С близкими тоже сегодня не стоит ругаться, иначе можете потом долго искать время и повод для примирения. Не бойтесь уступить в каком-то вопросе. А вот родителям сегодня нельзя нервничать, уже не тот возраст. Ситуации не детские, а лечение не дешевое, поэтому всем будет лучше помириться и не кричать друг на друга. Помните о том, что семья вас любит и поддержит больше всех на свете, поэтому обязательно цените это. Не поддавайтесь мелким ссорам, не раздувайте с мухи слона. Сегодня лучше всего ничего не выбрасывать. Подождите день второй, и тогда это сделаете. Такими действиями можно разбросать свое счастье, а оно еще вам может много раз пригодиться. А вот что касается потерянных вещей в этот день, то не переживайте, они действительно вскоре найдутся. Скорее всего, они останутся на видном месте, но вы из-за своей спешки и несобранности в будний день просто не заметите. Не поддавайтесь панике и эмоциям. Все найдется быстрее, чем вы думаете. Встреча в этот день может оказаться для вас судьбоносной. Вы еще не знаете об этом, но человек, который встретится на вашем пути сегодня, изменит вашу жизнь кардинально. Вы сможете избавиться от своих стереотипных мышлений и зажимов. После слов и поддержки этого человека вы сможете расправить свои крылья и действительно взлететь. Ваше развитие с точки зрения профессионала побьет все рекорды и, может, даже мировые. Конечно же, такие встречи не произойдут с каждым. Судьба сама расставит приоритеты и решит, кому это важнее и кто это заслужил. Для каждого сегодняшняя встреча будет особенной, так что не бойтесь новых знакомств, а тем более общения. После таких встреч вы захотите менять свой круг общения. Эти люди принесут вам ту энергию, которой так долго вам не хватало. Пора обзавестись новым контактом в своей телефонной книге. Также обращаем ваше внимание, что в эту ночь будут сниться только вещие сны. Они подскажут вам ответы на многие вопросы, и вы, наконец, расставите все по полочкам. А вот именины 29 марта отмечают Александр, Антоний, Иван, Павел и Роман. Чтобы не навлечь беду в дом, нельзя было в помещении зажигать огонь 29 марта. Если вы хотите разжечь камин или зажечь свечу, лучше отказаться в этот день от этой идеи. Конечно же, чтобы избежать забот, не рекомендуется брать хозяйкам в руки тяжелые вещи. Лучше обязательно попросите помощи у мужчины. Также 29 марта запрещено ссориться и кричать. В семье будут неприятности и может случиться какое-то несчастье. 29 марта, друзья, у нас с вами убывающая луна, и в этот день мы с вами можем провести достаточно простую практику, с помощью которой мы можем избавиться от любой плохой энергии, от негатива и даже от сглаза. Поэтому уже в вечернее время, перед тем, как вы планируете уже отдыхать, возьмите стакан и бросьте туда щепоточку соли. И скажите следующие слова. Вода божественная, вода чистая, избавь меня, называйте ваше имя, от хвороб помоги, от порчи да от глаза защити. Силу твою себе я возьму, чистоту твою тебе заберу. Аминь. Эту стаканцы с водой обязательно поставьте у изголовья. И через 24 часа обязательно этот стакан вылить, и желательно воду вылить за пределами своего дома или квартиры. И, друзья, таким образом вы сможете избавиться от того негатива, которое было в вашем доме. Кроме того, последние дни перед новолунием, а значит нам и нужно и очищать свой дом, свое тело и душу от тех проблем и от того негатива, который образовался. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 29 марта 2022 года.
30 марта по лунному календарю нас ожидают 27 и 28 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Рыбы. Этот день сильно связан с проявлением интуиции. Интуитивно можно получать всевозможные сокровенные знания. Также сегодняшний день сулит и множество неожиданных открытий. Сегодня возможны прозрения и озарения. Неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не дает покоя. Но это при условии, что если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг. Вы знаете, 30 марта сам по себе этот день достаточно хороший, но в то же время он отличается дефицитом энергии. Поэтому так важно сегодня акцентировать свое внимание только на самых важных делах и отмести от себя прочь все лишнее и ненужное. Идеальным вариантом станут всевозможные духовные практики, которые помогут достичь внутреннего равновесия и гармонии. И помните о том, что лучше сегодня находиться в расслабленном положении, то есть расслабиться, потому что любое напряжение сил не принесет сегодня вам пользы. Также сегодня могут обостриться интуитивные способности, так что будьте готовы к зашифрованному потоку информации. Умейте сегодня видеть знаки и правильно их истолковывать. Откровения могут быть вам очень полезны в дальнейшем. Кроме внешних источников информации, задействуйте свои внутренние ресурсы. Прислушивайтесь к собственному внутреннему голосу, который сегодня будет подсказывать вам правильные решения. Это поможет вам найти выход из многих ситуаций, которые раньше при этом казались тупиковыми. Ну а чтобы день этот прошел удачно, следует поддерживать себя в легком и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. В этот день следует быть ближе к родным и близким людям. Также хорошо путешествовать, сажать цветы, работать в огороде, познавать мир с неожиданных сторон. Этот день тесно связан с водой, поэтому удачными будут все морские путешествия. Что же касательно стрижки, то прическа принесет вам удачу и красоту, но только в том случае, если вы запланировали визит в парикмахерскую заранее. Стрижки будут долго сохранять форму, а здоровье волос только улучшится. Наращивание и оздоровительные процедуры сегодня благоприятны. Однако стоит придерживать только привычных и проверенных методов. Натуральная длина и густота ваших волос придаст естественный вид вашему стилю и привнесет гармонию в жизнь. Если, несмотря на то, что душа просит чего-то нового, сделайте как вариант новый макияж или укладку. Не потеряйте счет времени, сегодня еще нужно многое успеть. Что же касательно окраски волос, то радикальное окрашивание волос естественными тонами притянет к вам энергию богатства и здоровья. А вот красивая и необычная укладка волос привлечет жизненную энергию. День этот наделен максимальной активностью и вас однозначно подтянет на всевозможные подвиги. Также обращаем ваше внимание, что именно 30 марта следует как можно меньше смотреться в зеркало. Если возможно, то лучше вообще обойтись без него. Друзья, вот такой у нас с вами день 30 марта по народным приметам, народному календарю и лунному календарю. Как видите, есть отличия, но в любом случае этот день пройдет прекрасно для многих и благополучно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно заходите на сам канал. На нашем канале очень много важной, полезной и интересной информации. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной информации. Всем приятного просмотра!